Топ-5 ТВ-боксов от 50 до 100 долларов из Китая на начало зимы 2020 года. Достаточно интересный топ. Поехали. Привет, дорогие мои друзья! Дело в том, что очень много достойных ТВ-боксов просто-напросто подешевели и перешли из разряда 50-100 долларов в разряд до 50 долларов. Если вам интересно посмотреть на топ-5 ТВ-боксов до 50 долларов, то, пожалуйста, милости просим, ссылка в описании под видео. Что же у нас случилось в этом топе? Дело в том, что так как освобождаются места, то в топы возвращаются давно забытые приставки, но мега популярные, мега стабильные, мега интересные и мега хорошо работающие, но, по крайней мере, по уровню Китая. Ссылочки на всех продавцов, ссылочки на все обзоры тех ТВ-боксов, которые мы представляем в топ-5, лежат в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А также розыгрыш ценнейшего приза на текущий момент. Ссылка на условия лежит в описании под видео. Ребят, поехали. Югус АМ3. Вот это новость. Старый бестселлер, ребят. Он снова возвращается на сцену. Да, он до сих пор производится. Это AMLogic S912 процессор, 8-ядерный, достаточно стабильный. Чем интересен Югус? Дело в том, что он из тех боксов на 912 процессоре, которые могут воспроизводить 4К 60 FPS в YouTube на 912 процессоре. Этим могут похвастаться немногие. Hadas VM2, Югус и Minix U9. Ну, как-то так. Что же такого интересного? А это фирменная прошивка Югус с Samba сервером, с удаленным помощником, со всей фигней. Есть и Android TV прошивка, есть очень много различных кастомов, и эта прошивка стала настолько популярна, что ее портировали на очень многие устройства в свое время. Но этот ТВ-бокс до сих пор производится. Он стабильно работающий, с металлическим корпусом, с внешней антенной, с неплохим Wi-Fi, с 1000 мегабитным LAN, с HD звуком, с 5.1 звуком. Тут у нас как бы вообще претензий к этому нет. Что, конечно, некоторые считают мало на конец 2020 года, это 2 на 16, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 хранилищем, но поверьте, их хватает для воспроизведения мультимедиа контента более чем. Поэтому мы его рекомендуем как топ-5, вернее 5 место в топ-5. Ссылочка на обзор есть, ссылка на обзор Android TV прошивки есть, как и на проверенного продавца. Конечно же, здесь Android 7.1, но существует прошивка от Davi и от PDA, от вьетнамца, который впилил на них Android 9. Есть VP9, поддержка HDR, и как бы тут у нас все хорошо. Плюс здесь рабочий автофреймрейт прямо из коробки. Это минимальная приставка, вернее приставка, в которую необходимо минимально вкладываться в переделку. На 4-м месте у нас X88 King. Это единственный представитель в топ до 100 долларов на S922X процессоре. И этот процессор достаточно мощный. X88 King был знаменит тем, что он не очень хорошо стартовал в плане очень сырой прошивки, отсутствующих root-прав, очень много было вопросов. Но идет время, и такое количество прошивок, кастомов, которые на него сейчас есть, его поддерживают ромоделы, они занимаются. Почему? Потому что за, допустим, за 92 доллара вы получите S922X, 4 на 128, Bluetooth 5, 5 ГГц Wi-Fi. Слушайте, там очень много разных прикольных прошивок, которые тоже реализуют его возможности. В нем работает автофреймрейт через AFRD, и он действительно неплох. Вот знаете как, компромисс. В основном 922 процессоры это больше 100 долларов цена. А здесь в принципе и качество не такое, как у тех дорогих ТВ-боксов. Но за 92 бакса поиметь S922 процессор, я вам скажу, достаточно хороший вариант. Забыл сказать, что здесь еще и LPDDR4 и ускоритель Mali G52 плюс 1000 мегабитный LAN. Само собой, здесь есть USB 2, много различных моментов, и этот ТВ-бокс стоит своих денег. Я вам серьезно говорю. Дело в том, что очень многие ТВ-боксы на 922 процессоре вообще переоценены. На третьем месте у нас Xiaomi Mi TV Box S. Как он там? Xiaomi Mi Box
4S Pro мы не рассматриваем, потому что его еще нет нормально в продаже. Как только появится, как только сделаем обзор, мы, конечно же, будем пересматривать наши топы, но он пока что уверенно держится в лидерах в плане того, что это сертифицированный Android TV Box, у которого есть сертификация Netflix, у которого есть лицензия Dolby Digital и DTS, и который больше подходит для стриминговых сервисов, например, либо для воспроизведения торрентов с внешнего сервака. Потому что на внутреннем сервере больше 50 гигабайт посмотреть, откровенно говоря, не очень получается. 5 гигагерцовый Wi-Fi достаточно неплохой, Android 9, но уже немножечко устаревший процессор S905X, хотя который справляется нормально со своими функциями. Он поддерживает 4К HDR в YouTube, да, он получил эту опцию. В общем-то, прекрасный ТВ-бокс за свои деньги, которые вы достали из коробки, сделали минимальные настройки, и он просто-напросто работает. У него есть в комплекте голосовой пульт, работает автофреймрейт через API от Google, например, через такие приложения, как Vimo и подобные. Поэтому мы этот ТВ-бокс держим на 3-м месте, он уже держится в топе очень и очень давно. Второе место у нас разделили Micool KM9 и KM1 и KM3, потому что эта KM-серия, она вся идентичная, различается только небольшими модификациями, поэтому мы отнесли это все на второе место. Вся эта Micool KM-серия получила Android TV 10. На Android TV 10 вся эта серия имеет автофреймрейт в коде и в нативном плеере, в муви-плеере. Плюс вы можете получить root права на Micool KM3 без прошивки, уже есть инструкция на FOPDA. Достаточно классные боксы. Классно не тем, что изначально это сертифицированный Android TV. В них есть сертификация достаточная для нормальной работы стриминговых сервисов, чтобы был доступ ко всему контенту. И в принципе из коробки они работают неплохо. У Micool KM3 вообще классный Wi-Fi Tutti2R. Micool KM1 новинка, которая действительно неплохо работает. Micool KM9 немножко слабее, но все это одного поля ягоды. Поэтому мы их засунули на второе место. Обзорчик лежит в описании под видео. Micool KM9 Pro и Micool KM3 это S905X2 процессор, и они мне нравятся больше, они меньше греются. Micool KM1 это S905X3 процессор, и там какие-то вопросы с нагревом вроде были, потом вроде пошли уже с нормальными пропилами снизу решетки, и как бы эти проблемы исчезли сами собой. Слушайте, единственное, что мне в них, конечно, не нравится, это 100 мегабитный LAN. Но если учитывать, что в Xiaomi Mi Box S там вообще LAN нет, и он реализуется только через внешний USB адаптер, то здесь как бы у нас есть LAN порт, и зачастую его берут те, кто не хочет особо морочиться с перепрошивками и всем остальным. Достойные приставки, цена 67 баксов, к сожалению, за сертификат надо платить. Micool KM1 тоже стоит 67 баксов, как в принципе Micool KM9 Pro. Слушайте, одинаковая цена. Странно, ну да ладно. На первом месте у нас традиционно сохраняет лидерство Yugus X3 серия, Yugus X3 Cube, Yugus X3 Pro и Yugus X3 Plus. X3 Cube нам обойдется в $58, X3 Pro обойдется в $75, X3 Plus обойдется в $85. Все ссылки на обзор лежат в описании под видео, на все три модификации. И вы знаете, чем они интересны, эти X3 Plus, вернее X3 Yugus, они интересны тем, что у них самая лучшая прошивка, они обновляются, у них 1000 мегабитный LAN, у них есть 5.1 звук, у них есть True HD звук, у них есть DTS HD Hi-Res звук, и плюс еще и Atmos выводит в режиме Pass-Through. Поэтому достаточно крутые боксы, ребят. Мы их действительно рекомендуем. Ссылки на все обзоры, как я уже говорил, в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.